Здравствуйте, мы с вами продолжаем заниматься психологией, и наша тема сейчас будет связана с проблемами учебной деятельности. И мы с вами уже говорили о том, что действительно возникла такая удивительная перекличка в понимании сути учебной деятельности между советской психологической школой и представлениями отца Василия Зиньковского. У отца Василия Зиньковского возникла такая мысль, что учебная деятельность ребенка, учебная деятельность ученика, она сродни покаянию. Почему? Потому что действительно учение трудно, требуется прилагать определенные усилия, преодолевать какие-то затруднения, какие-то, так сказать, элементы непонимания, приобретать какие-то новые умения, которые, так сказать, пока еще не были у человека, так сказать, приобретены и освоены. Это требует определенного труда. И по мнению отца Василия Зиньковского, действительно, учение, учебная деятельность, она сродни покаянию, и фактически, наверное, для человека школьного возраста эта деятельность, она является, ну, может быть, одним из вариантов, так сказать, покаяния, покаянного жития, поскольку действительно суть покаяния в том, что человек сам изменяется, да? И вот как раз здесь такой вот, так сказать, важный момент вот этой переклички. В советской психологической школе, в школе Выгодского, устами Даниила Борисовича Ильконина как раз был сформулирован так называемый парадокс учебной деятельности, который был сформулирован совершенно вот как бы на языке марксистской психологии и философии. Суть в том, что вот при любой деятельности, которой занимается человек, в общем-то, меняется предмет его труда. Скажем, предмет труда при, допустим, приготовлении супа домохозяйкой. Да? Это, так сказать, определенные продукты, которые первоначально, так сказать, собираются для того, чтобы изготовить этот суп. И в процессе работы, в процессе деятельности по приготовлению этой пищи, этого супа, эти продукты видоизменяются, как бы подвергаются определенной обработке, термической обработке, в результате получается нечто другое. То есть предмет труда перерабатывается и, так сказать, становится супом. В случае, допустим, там какой-то строительной деятельности, там, допустим, построение стенки из кирпичей, да, были кирпичи, стала стенка и так далее, и так далее. Примеров можно привести огромное количество. Это как бы типичные виды деятельности, когда речь идет о том, что у деятельности есть определенный продукт, который связан с тем, что предмет деятельности изменился. В случае учебной деятельности возникает совершенно непонятная ситуация, потому что предмет деятельности ученика – это все те знания, которые накоплены человечеством. И в процессе изучения этих знаний ребенком, скажем, учащимся в школе, сами знания не меняются. Таблица умножения не меняется, правила языка не меняются, история там какой-то эпохи или какой-то культуры, какого-то государства тоже не меняется в процессе изучения учеником, а что-то должно ведь меняться, иначе зачем вообще, так сказать, заниматься этой деятельностью. И как раз вот Ильконин и, так сказать, сформулировал, да, вот этот парадокс. Он сказал, что особенность, уникальность учебной деятельности как раз заключается в том, что в процессе этой деятельности меняется сам ученик. То есть не меняется предмет деятельности, меняется субъект деятельности. И в данном случае речь идет о том, что ученик приобретает новые знания, новые умения. У него формируются определенные навыки обращения с материалом, так сказать, навыки, скажем, того же учения, той же учебной деятельности.
у него постепенно строится мировоззрение. То есть он из всех этих знаний, которые он получает, он стремится, так сказать, собрать какую-то целостную концепцию, которая будет служить для этого человека, ну, как бы такой основой для ориентации в окружающем мире и вообще, так сказать, вынесению каких-то суждений об этом окружающем мире. То есть действительно роль тех знаний, которые человек получает в школе, она огромна. И роль всех прочих знаний, которые человек тоже получает по ходу своей жизни, она тоже велика и существенна. Но вот именно в том, что учебная деятельность – это такое, так сказать, организованное действие, да, так сказать, вот такой процесс, который там имеет определенные закономерности, который, так сказать, неким образом институциализирован, то есть существуют школы разных ступеней, разных специализаций и так далее, да, то есть вот это особенно становится очевидно, что действительно учебная деятельность обладает определенной какой-то спецификой. И здесь действительно вот эта вот перекличка между русским зарубежьем и советской психологией в лице школы Выготского, она выступает достаточно явственно. И вот то покаяние, да, та метаноя, то изменение ума, которое происходит в процессе покаяния и в идеале должно происходить в процессе учения ученика, это вот как раз то, что, так сказать, роднит вот парадокс учебной деятельности и вот этот процесс покаяния. И вот давайте с вами сейчас попробуем разобраться с тем, какова вообще структура учебной деятельности, какова логика ее развития, каковы те препятствия к, так сказать, благополучному формированию учебной деятельности, которые, в общем-то, были сформулированы практическими психологами. Если возвращаться к представлениям об учебной деятельности, которые были сформулированы Даниилом Борисовичем Илькониным, то мне кажется важным подчеркнуть следующее, что вот когда мы с вами разбирали основные, так сказать, принципиальные положения теории Выготского, то у нас с вами речь шла о том, что психика вообще, да, она развивается в процессе совместной деятельности со взрослым путем присвоения, или вот такое умное слово интериоризация, путем присвоения частей этой деятельности. И по мере того, как части этой деятельности усваиваются у учащегося в данном случае, да, вот мы берем ситуацию учебной деятельности, вырабатываются определенные мыслительные структуры, определенные вот эти вот знания, умения, навыки усваиваются. И тем самым этот учащийся в своей учебной деятельности осваивает определенную часть, так сказать, вот этого самого опыта и знаний, которые были накоплены человечеством в истории. И для того, чтобы описать учебную деятельность, Ильконин как раз приводит следующую структуру, что, безусловно, очень важна мотивация учения, безусловно. То есть очень важно, почему, для чего, так сказать, ученик вообще проявляет эту активность и осуществляет эти учебные действия, учебную деятельность. И мотивация учения может быть разнообразной, мы о ней поговорим. В целом она понимается как некая такая система побуждений, которая заставляет ребенка учиться и, кроме того, придает смысл самой этой деятельности. У ребенка должен быть какой-то смысл, так сказать, который он ощущает при осуществлении учебной деятельности. Значит, это вот очень важное такое условие для оптимального протекания учебной деятельности, для того, чтобы ребенок осваивал эту деятельность. Далее, очень важный момент – это то, что сама структура учебной деятельности, она состоит из определенных блоков. В частности, Ильконин выделяет учебную задачу как некоторую такую систему заданий, при помощи выполнения которых ребенок, собственно, осваивает как определенные знания, так определенные способы действия, да, так сказать, вот, умения и навыки. Да. То есть очень важно отметить, что учебную задачу ставит учитель. Да? Первоначально вот это действительно деятельность, распределенная между двумя людьми, и ученик здесь как бы вот такая принимающая сторона, то есть учитель проявляет существенную активность, в частности, он ставит учебные задачи в начале формирования учебной деятельности.
Далее следует, так сказать, следующий блок вот этой вот учебной деятельности, ее строения. Это, собственно, учебные действия, то есть действия самого ученика, так сказать, которые он производит на уроке или там по домашнему заданию дома. Эти учебные действия, они могут быть специфичными для каждого учебного предмета и также могут быть общими. То есть вот учебные действия, которые, допустим, осуществляет ученик на уроке арифметики, это приложить правила, скажем, сложения к определенным цифрам конкретным, да, которые даются в качестве примера. Да, и при этом заранее это учебное действие, которое надо совершить, в данном случае это учебное действие по усвоению действия сложения, например, да, математического действия сложения. Вот ребенок выполняет эти учебные действия, которые задал ему учитель. И в структуре учебной деятельности выявляются еще две очень важные части, да, два очень важных блока. Это действие контроля, то есть ребенок должен завершить то действие, которое он делал, и для этого нужно контролировать сам процесс, потому что ребенок может отвлечься, ребенок может, так сказать, переключиться на что-то другое. Вот, допустим, ему становится интересно не складывать цифры, а, например, там, не знаю, рисовать максимально красиво, так сказать, эти цифры с разным наклоном, допустим, да, с какими-то разными стилевыми характеристиками и так далее. Да? Предположим, что ребенок уже достаточно уверенно владеет этими навыками письма. То есть ребенок может отвлечься на самые разные аспекты, и очень важно поэтому контролировать, поскольку мы с вами говорим о том, что эта деятельность рассматривается нами в процессе ее развития, в процессе ее формирования буквально с нуля. И здесь как раз это действие контроля тоже первоначально преимущественно, так сказать, выполняется учителем, потому что ученик не всегда способен проконтролировать все учебные действия, которые он должен проделать. Их может быть несколько, они могут быть довольно сложными, и поэтому, так сказать, учитель здесь помогает ученику и контролировать процесс выполнения. И, кроме того, очень важным является действие оценки. Это еще одна важная часть учебной деятельности. И очень важно подчеркнуть то, что оценка – это фактически обратная связь относительно того, получилось выполнить задачу, так сказать, которая была поставлена учителем, да, или не получилось выполнить учебную задачу, которая была поставлена. И еще очень важная часть этой обратной связи, которая вообще-то входит в эту оценку, да, это то, что учитель дает информацию о том, а почему что-то не получилось, если не получилось, и, может быть, надо что-то, так сказать, было бы усовершенствовать, невзирая на то, что в целом задача была решена, но можно ее решить, например, еще лучше. То есть действие оценки может быть очень многообразно. И самое главное, что в частности подчеркивает Эльконин, это то, что оценка не должна превращаться в отметку. Оценка должна быть именно содержательной обратной связью, для того, чтобы ученик имел информацию о том, как он выполнил, хорошо или плохо, и главное, так сказать, что надо сделать для того, чтобы улучшить то действие, которое он выполнял. Вся эта структура учебной деятельности первоначально действительно требует существенного такого активного участия учителя. Но по мере того, как ученик усваивает, присваивает часть этой деятельности, а это в идеале должно происходить, у него возникает уже, так сказать, гораздо большая самостоятельность в выполнении этой деятельности. И мы с вами понимаем, конечно, да, что если говорить о ученике начальной школы, начальной ступени школьного образования, то есть первоклассник, второклассник и так далее, да, то там действительно активная роль учителя очень высока. Если же мы говорим о так сказать, средней школе, то в этом случае, конечно, очевидно, что учебная деятельность уже в такой степени усвоена, присвоена, да, учеником, что ему можно дать, допустим, домашнее изложение или подготовку домашнего реферата, или, скажем,
какую-то самостоятельную деятельность на уроке, которая будет заключаться в достаточно сложном каком-нибудь действии, ну, например, там, решение каких-нибудь головоломок или загадок, там, я не знаю, там, по истории или по каким-нибудь другим предметам, или по литературе, да, или какого-то там сопоставления, так сказать, разных сведений из разных предметов, установления межпредметных связей и так далее, и так далее. То есть это все зависит от того, какова программа, которую принимает учитель. Но степень самостоятельности ученика в средней школе уже весьма высокая. Ну, в общем-то, конечно, она еще более высокая в старшей школе. И в идеале какова логика развития учебной деятельности? Она как раз заключается в том, что ребенок все больше и больше осваивает эту учебную деятельность, присваивает ее, и, так сказать, степень активности учителя в осуществлении самой этой деятельности, она убывает, она уменьшается, и в конечном итоге, в идеале, эта деятельность должна превратиться в деятельность самообучения, да? То есть вот учебная деятельность, как деятельность, в которой очень важно, так сказать, участие педагога, да, она может уже при присвоении этой деятельности осуществляться человеком самостоятельно. И довольно часто это можно наблюдать уже в старших классах школы, иногда раньше, но не всегда. И, в общем-то, вот это можно наблюдать и у студента, и у взрослого человека. И в данном случае что происходит? Да? В данном случае учебная задача может ставиться уже самим человеком. Соответственно, учебные действия, конечно, производятся также им самим, а также и действия контроля, так сказать, завершено ли то или иное действие, да, и действия оценки, да, как оно получилось или не получилось. То есть вот это вот некая такая логика развития учебной деятельности. Если вернуться к тому, какие, так сказать, трудности бывают у учащихся в процессе осуществления вот этой учебной деятельности, и какие вот виды, да, вот этих затруднений могут быть, так сказать, сформулированы, да, какие описаны практическими психологами. Дело в том, что вот, как мы с вами сказали, действительно, становление учебной деятельности чаще всего приходится на начальные классы. Изредка, в общем-то, какие-то начатки учебной деятельности прививаются еще в дошкольном возрасте ребенка. Это бывает по разным причинам. Но вот я хочу еще раз напомнить, хотя я на этом останавливалась уже, да, что, в общем-то, ведущей деятельностью дошкольного возраста не должна становиться учебная деятельность. Очень важно, чтобы ведущей деятельностью дошкольного возраста была именно игровая деятельность, потому что она способствует максимально полному многоаспектному развитию ребенка. И вот опять же в идеале, да, учебная деятельность должна становиться ведущей деятельностью именно в младшем школьном возрасте, когда созрели и, так сказать, физиологические предпосылки, и интеллектуальные предпосылки. Вот, в частности, уже, так сказать, ребенок подошел вплотную к становлению вот этого конкретно операционального интеллекта, если вспомнить представление. И, в общем-то, вот у него уже есть множество предпосылок для того, чтобы успешно эту деятельность осваивать. И я думаю, что понятно, что освоение учебной деятельности максимально полноценное, оно очень актуально для современного человека постольку, поскольку ему приходится постоянно как бы доучиваться в процессе своей жизни, уже, так сказать, за порогом школы, за порогом института, потому что жизнь весьма динамична, возникает огромное количество каких-то инноваций, новшеств, которые надо каким-то образом освоить. И, в общем-то, вот учебная деятельность, которая, что называется, в руках у человека, да, он умеет учиться, вот она, конечно, является очень важной и актуальной. И вот, опять же, да, вспоминая о том, как отец Василий Зиньковский уподоблял учебную деятельность покаянию, таное, вот здесь, конечно, можно и нужно отметить то, что человек, который овладел вот этой учебной деятельностью, который знает, что можно измениться, да, то есть научиться чему-то новому на своем опыте
и как бы владеет вот этой технологией учебной деятельности, с чего начать, так сказать, как приступить, что делать, да, вот у него это уже как бы освоено, да, освоено как целостная деятельность. В общем-то, он действительно находится в некотором таком преимущественном положении, потому что здесь могут ставиться самые разнообразные задачи, допустим, для воцерковляющегося там ребенка, подростка или взрослого. Действительно, вот эта учебная деятельность по освоению, по чтению священных текстов, святоотеческой литературы, осмыслению, так сказать, вот систематизации своих знаний, да, это, конечно, вот очень важная часть духовной жизни и духовного возрастания, и, безусловно, учебная деятельность здесь является такой очень важной, так сказать, основой, важным подспорьем. Так вот, каковы же проблемы? Да? Вот, очень важно подчеркнуть, что то, как сформировалась вот эта учебная деятельность в начальных классах школы, в общем-то, оказывает очень существенное влияние на уже вот дальнейшее развитие этой учебной деятельности, да, и как бы возможности ее дальнейшего приложения к более общему классу задач и проблем. Да? То есть очень важно, чтобы эта деятельность формировалась полноценно. Какие же существуют препятствия для того, чтобы деятельность осуществлялась полноценно? Ну, я думаю, что не лишне, конечно, сказать о том, что вот учебная задача, которая ставится перед учеником, или комплекс учебных задач, которые составляют, скажем, программу занятий, да, на определенном этапе обучения, очень важно, чтобы эти учебные задачи были вот в том, что мы с вами уже называли, так сказать, уже описывали в зоне ближайшего развития. То есть они должны быть умеренно трудными, но доступными с помощью учителя. Они не должны выходить далеко за пределы, так сказать, зоны ближайшего развития данного конкретного человека. И главное, очень важно, это то, что они не должны быть слишком легкими. Потому что в случае, если они слишком легкие, это будет скучно, то есть это будет неинтересно для освоения человеком. Если они будут очень, так сказать, далеки от зоны ближайшего развития, это будет просто недоступно, возможно, даже с помощью учителя. А вот если мы в зоне ближайшего развития, то это как раз то, что нужно. И как раз отец Василий Зиньковский подчеркивал, что учиться должно быть трудно. Но вот оговоримся, да, учиться должно быть умеренно трудно, то есть не запредельно трудно. И это как раз вот то, что на языке отца Василия Зиньковского описывает то, о чем говорил Выгодский, когда говорил о зоне ближайшего развития. Итак, значит, очень важно, чтобы вообще, так сказать, вот был правильно выбран материал, который должен быть изучен, которым необходимо овладеть. Очень важна мотивация, которую очень важно поддерживать. Очень важно поддерживать. И вот как раз давайте попробуем разобрать как бы те факторы, которые могут привести к снижению этой мотивации, к искажению этой мотивации и к ухудшению качества освоения учебной деятельности. Значит, вот какие факторы, какие, скажем, негативные, да, воздействия, описанные практическими психологами. Очень важно в процессе вот, овладения учебной деятельностью, то есть это вот как бы начальные моменты вступления ребенка, так сказать, вообще в свою школьную жизнь, очень важно ребенка поддерживать в процессе учебы. И вот что здесь подчеркивают практически психологи и педагоги. Во-первых, очень важно то, чтобы было общее как бы вот позитивное отношение к ребенку, чтобы это отношение было к личности ребенка в целом. Здесь есть определенное искушение, о котором как раз говорит и вот, так сказать, школа Выгодского, о том, что действительно ребенок, вступая в школьный возраст, он встречается с первым, так сказать, серьезным представителем социума. Это учитель, который наделен правами определенными, да, который имеет право оценивать ребенка. И вот вся эта ситуация, она как бы имеет в себе вот такое как бы искушение
того, что и окружающие ребенка близкие люди начинают оценивать его как бы частично по его учебным успехам. Конечно, это очень важный, так сказать, момент, но дело в том, что когда вот концентрируется вот это как бы позитивное отношение, да, именно к тому, как ребенок учится, да, хорошо ли учится, хвалит ли его учитель, так сказать, ставит ли ему учитель пятерки или не ставит, и, так сказать, вот тогда идет вот эта концентрация на части, да, так сказать, на учебных успехах ребенка, а не на личности в целом. И здесь как раз вот практически психологи подчеркивают то, что очень важно, чтобы было такое общее положительное отношение к ребенку как к личности. И вот здесь можно привести, допустим, такой пример. Ребенок говорит там такие слова: «Мама меня не любит, у меня мало пятерок в дневнике». Да? Или исследователи детского рисунка, скажем, да, отмечают, что у первоклассников порой возникают вот как бы такие рисунки, когда вот такие очень красивые, так сказать, силуэты пятерок возникают на их рисунках, и какие-то очень такие вот деформированные, уродливые, страшные рисунки, которые напоминают двойки и тройки. То есть это говорит о том, что для ребенка очень актуально получать вот эти хорошие оценки. И очень важно здесь, опять же, вот вспомнить то, о чем мы говорили, что оценка не должна превращаться в отметку. То есть это не просто цифра, так сказать, рейтинг, на который тебя поставили, да, 5, 4, 3, 2. 1, да, а это прежде всего должна быть обратная связь. То есть у ребенка должна быть вот эта вот как бы надежда на то, что он все исправит и все будет хорошо. И если, так сказать, идет вот такая концентрация в оценке ребенка на именно его учебные успехи, то тогда действительно, в общем-то, есть опасность и утраты мотивации учения, да, и вообще такого, в общем-то, невротического искажения личности, развития личности ребенка. И так вот очень важно общее позитивное отношение к личности ребенка. Далее, так сказать, второй момент, который отмечают практические психологи, это то, что есть такая, так сказать, ориентация на ошибку, да, так сказать, акцент на ошибку. То есть ребенок как бы, вообще-то говоря, действительно боится ошибиться. Но если окружение, так сказать, концентрирует вот эту тревогу, да, это опасение ошибиться в, так сказать, учебной деятельности ребенка и вообще во всей школьной жизни ребенка и в личной жизни, так сказать, даже вне школы, то, в общем-то, это тоже достаточно, так сказать, тяжелый негативный фактор, который вот будет иметь достаточно тяжелые последствия. И вот очень важно понимать, что ребенок-то сам очень боится сделать ошибку. И поэтому очень важно вот это бережное отношение к нему, очень важно именно поддерживать ребенка, да, что даже если вот эта оценка его учебного действия негативная, да, то очень важно ему как бы подсказать и указать, что это исправимо, что это не навсегда, что есть масса способов эту ошибку устранить и не делать такую ошибку впредь. И здесь вот очень важно вот это вот поддерживающее отношение, опять же, да, о котором мы уже с вами говорили. И здесь я хотела бы сослаться на некоторые примеры, которые приводит уже нами с вами изученный автор Тамара Александровна Флоренская, когда она описывает из своей практики консультирования следующий случай, который как раз связан с ошибочными действиями. Она в своей практике имела следующее, так сказать, следующее наблюдение. Приходит на консультацию отец такого достаточно доминантного, грозного вида с маленьким мальчиком и говорит о том, что я просто не могу понять, что происходит с моим ребенком. Он постоянно забывал сначала учебники в школе, потом он забывал какие-то предметы, допустим, сменную обувь. Теперь, так сказать, я его наказывал каждый раз и указывал ему, так сказать, на то, что так нельзя, наказывал его. Теперь он забывает просто весь портфель, так сказать, и все, что в этом портфеле. И Тамара Флоренская, в общем-то, здесь как раз говорит о том, что причина вот такого парадоксального
так сказать, поведение ребенка заключается в том, что действительно сделан акцент вот на этих ошибках. Эти ошибки начинают видеться ребенком в результате вот этого жесткого наказания как неисправимые, непоправимые, и ребенок, можно сказать, просто впадает в отчаяние. Он не видит возможности, так сказать, какого-то исправления этой ситуации. И, в общем-то, вот оказывается, что он начинает еще более усугублять то поведение, за которое его наказывают. Вот могут быть даже эпизоды такого плана, да, такого парадоксального, уже, так сказать, вывернутого отношения, да, к проблеме исправления ошибок в связи с тем, что вот ребенка в данном случае наказывают. Да. Даже может быть и такое, что ребенка не наказывают, скажем, там, физически или как-то очень, так сказать, эмоционально, да, там, криком каким-то, да, так сказать, вот, порицая его, да. Но вот очень важно понимать, что соблюдение вот этого баланса, да, как бы указать на ошибку, но при этом обязательно вместе с ребенком, так сказать, проработать то, как эта ошибка может быть исправлена. Третий момент, который тоже также негативно действует на формирование, развитие учебной деятельности, это обесценивание успехов ребенка. То есть очень важно, если ребенок действительно имеет определенный успех в своей учебной деятельности, очень важно искренне с ребенком этому успеху порадоваться. А ни в коем случае не говорить, вот, ну, тебе достался, так сказать, легкий вопрос, это ничего не значит и так далее. Вот это вот еще одна важная ошибка, на которую указывают практические психологи. Ну и, наконец, четвертый момент, о котором мы с вами тоже отчасти говорили, да, что действительно ребенок по своим возрастным, так сказать, особенностям, он пока не очень хорошо может как бы сам себя контролировать и как бы видеть перспективу развития своей деятельности. То есть вот здесь действительно очень важна роль взрослого, который может поддержать ребенка, дать ему, вдохновить его на то, чтобы приложить еще небольшое усилие и одолеть какую-то, так сказать, часть учебных задач, которые перед ним стоят. И это действительно способствует тому, чтобы у самого ребенка формировалась вот эта вот как бы временная перспектива. В принципе, вот мы с вами, опять же, разбираясь с теорией Эрика Эриксона, да, говорили о том, что в норме временная перспектива формируется где-то годам к 16. Здесь же мы с вами обсуждаем начальный этап формирования учебной деятельности, когда только закладывается эта структура, и когда возраст далеко не 16, а совсем даже там 6, 7, 8, да, и действительно вот эта временная перспектива пока еще недостаточна, ее пока еще практически нет, и очень важно действительно ребенку оказывать вот эту поддержку, внимание и, так сказать, вот вдохновлять его, да, на то, чтобы он продолжал свои усилия, да, и опять же вот как бы вспоминаем все эти 4 момента, которые мы сейчас обсудили, да, и общее позитивное отношение, и, так сказать, сорадование успехам ребенка, да, поддержка его в этом, и если указание на ошибки, то обязательно как бы в сбалансированном, так сказать, виде, да, то есть всегда должна присутствовать перспектива исправления этой ошибки и вера в то, что это действительно возможно. В этом случае действительно можно создать наиболее благоприятные условия для того, чтобы у нас оптимально формировалась учебная деятельность, чтобы она усваивалась, чтобы она развивалась, интериоризовывалась, присваивалась, то есть, да, и, соответственно, чтобы наша мотивация учения ребенка, да, чтобы она не угасала. А, к сожалению, вот мы с вами, кажется, про это уже говорили, к сожалению, вот это, так сказать, угасание мотивации, оно, так сказать, наблюдается в школе, оно наблюдается к концу начальной школы, и, в общем-то, отмечается исследователями, к сожалению, такая тенденция есть. Вот чтобы этого не было у каждого конкретного ребенка, очень важно обращать внимание на те моменты, о которых мы сейчас говорили. Сегодняшнее наше занятие завершено. Благодарю за внимание. А теперь вопрос.